Всем привет! В прошлых видео мы показали кухню Греции. В этом выпуске расскажем о казахских блюдах. Ведь казахская кухня известна практически на весь мир. Для приготовления блюд широко используются баранина, говядина, конина, реже верблюжатина. Развитие птицеводческих ферм привело к тому, что курятина и утятина часто присутствуют на столе местных жителей. Использование рыбы и морепродуктов традиционно для жителей побережья Каспия и Арала, рек Сырдарья, Урал, Иртыш и других водоемов. Дополняют меню местных жителей овощи и зерновые. Кроме того, национальная кухня включает немало кисломолочных продуктов. И первое блюдо – бешбармак. Родиной бешбармака считается Казахстан, так как здесь он наиболее популярен. По классическому рецепту используют конину, колбасу и баранину на косточке, а также овощи. Важно, чтобы кусочки мяса были небольшими. Кроме того, отдельно готовят лапшу из пресного теста, которую затем подсушивают и отваривают в жирном мясном бульоне. На тарелку выкладывают приготовленную лапшу и мясо. Перед подачей к столу блюдо украшают свежей зеленью. Манты – это крайне популярное в Казахстане мясное блюдо. При его приготовлении мелко нарезанную баранину, говядину или конину, смешанную с курдючным жиром, приправляют специями, а затем заворачивают в тонко раскатанное тесто. Сформированные крупные пельмени готовят в мантоварке. Палау – это местная разновидность плова. Для приготовления блюда используют свежую баранину, рис и морковь. Тушат палау в больших казанах, не жалея мяса и специй. Для придания блюду специфического кисло-сладкого привкуса в него добавляют сушеный урюк. Плов получается жирным и сытным, едят его с пресными лепешками. Куирдак – это казахское жаркое из бараньих субпродуктов. Их сначала варят, а затем обжаривают на курдючном жиру с картофелем и луком до появления золотистой корочки. Это блюдо ставят на стол вместе с густой подливой и салатом из свежих овощей. Казы – колбаса из конины. Это национальная казахская закуска. Готовят ее не из фарша и субпродуктов, а из цельных кусков мяса, а также курдючного жира. Казы нарезают тонкими ломтиками и выкладывают на тарелку. Блюдо коктал относится к немногочисленным национальным рыбным блюдам Казахстана. Чаще его подают к праздничному столу. С крупной рыбы, вес которой должен составлять не менее 3-5 кг, не устраняют плавники и чешую. Тушку разрезают на две половины по хребту, оставляя целой брюшину, а затем удаляют внутренние органы. После этого тушку разворачивают и укладывают внешней стороной на специальную коптильную решетку, называющуюся коктальницей. Сверху помещают порезанные овощи, лук, томаты, болгарский перец, пряные травы и специи. Вокруг рыбы укладывают картофель. Копчение проводится на опилках или ветках яблони. Сырне. Приготовленная жареная молодая баранина с луком и картофелем. Нарын. Суп из мясного бульона и теста от бешбармака или домашней лапши. Также распространен суп сорпа. Баранину промывают, нарезают, заливают холодной водой, добавляют специи и доводят до кипения. Готовое мясо вынимают из кастрюли, а бульон процеживают. Овощи очищают и отваривают в бульоне. В тарелку наливают бульон, помещают баранину, отваренный картофель и морковь. Еще есть суп ак-сурпа. Молочный суп с мясом или просто мясной суп с куртом. Теперь поговорим о хлебобулочных изделиях и выпечке. Традиционный хлеб 3 видов. Баурсаки – жареные в кипящем масле в казане круглые или квадратные кусочки теста. Тандыр-нан – печеные на внутренней стороне тандырной печи.
и шельпек – лепешки, которые жарятся в кипящем масле. Также популярна самса и пирожки буктеме, также называемые бюреки. Начиняются они обычно перекрученным ливером, субпродуктами. Также в казахской кухне большую роль играют молочные продукты. Сарымай – сливочный жир, который употребляют в чистом виде, а также используют при приготовлении первых блюд и выпечки. Кумыс – главный напиток Казахстана, который представляет собой забродившее молоко кобылы. Катык – простоквашино. Иримшик – общее название для всех видов творога, различающихся цветом, жирностью и консистенцией. Айран – разновидность кефира. Ширтылдак – растопленное сливочное масло, перемешанное с сахаром. Курт – сыр, который готовят путем прессовки сметаны. Используется при приготовлении некоторых супов и вторых блюд. Каймак – кисломолочный продукт желтого цвета, по вкусу напоминающий сметану. Катык – напиток, который готовят путем кипячения скисшего жирного молока. Сузьма – густая, немного подсоленная сметана. Из напитков основным является чай. Любой дастархан начинается и заканчивается чаепитием. Причем чай по-казахски – это крепкий чай со сливками или молоком. Потребление чая жителями Казахстана одно из самых высоких в мире – 1,2 килограмма в год на человека. Также пьют китайский зеленый чай, обычно без добавок. И на десерт поговорим о десерте. Балкаймак – это вкуснейший десерт, который готовят из сметаны и меда на водяной бане. Шак-шак или чак-чак – это небольшие мучные палочки, вымоченные в меду. Халва – плотный по консистенции десерт, который готовят из перемолотых семечек. Кустил – тонкие лепешки из пресного теста, обжаренные в масле. Жемт – дробленая пшенка, смешанная с медом, топленым маслом и сахаром. Талкан – национальное казахское блюдо, относится к закускам. Готовится из прожаренной, хорошо высушенной, растолченной пшеницы. Употребляется с холодным или горячим молоком, а также горячим чаем. Часто перед употреблением смешивается с сахаром. Понравился выпуск? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные истории. Это поможет нам в мотивациях к новым путешествиям. И переходите на канал, там много интересного. Ну а мы погнали в новое путешествие. Всем пока-пока! Продолжение следует.